Бутинка Книт. Меня зовут Валентина. Очень много вопросов поступает по поводу того, как же связать одновременно два рукава. И вот сегодня я хочу показать, как это сделать. Нам понадобится 2 мотка пряжи, соответственно, один моток для одного рукава и второй моток для другого рукава. И спицы, которыми мы будем вязать рукава. Я покажу условно на чулочных спицах. Вы будете вязать, конечно же, на тех, которыми вы вяжете рукава. Итак, берем один моток, набираем необходимое количество петель на рукав. Ну вот, я наберу 10 петель. К примеру, это один рукав. Теперь я беру второй моток, нить от второго мотка, и набираю на эту же самую спицу такое же количество петель. Буду набирать тоже 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, я набрала петли для 2 рукавов. Вот это один рукав, вот это второй рукав. Соответственно, мы будем вязать рукава теперь от 2 разных мотков, так как это 2 разных рукава. И как мы обычно вяжем один рукав, точно так же мы разворачиваемся, с чего обычно мы начинаем рукав вязать с резинки, ну или какая у вас там схема. Вяжем. Сначала один рукав, а потом другой рукав, уже от другого мотка. У нас провязан первый ряд. Следите, чтобы нити не путались, чтобы вам легче было. Вот. Теперь мы разворачиваемся. То есть мы провязали оба рукава одновременно первый ряд. Теперь мы развернулись. И также дальше мы будем продолжать вязать, как нам нужно, всю длину рукава. Ну, сначала мы вяжем резинку. После того, как мы провяжем резинку, мы начинаем вязать узор, либо лицевая гладь. Какая у вас там задумка, как вязать рукава. Самое главное, что понять принцип, как вяжутся 2 рукава одновременно. Они вяжутся от 2 разных мотков на одних и тех же спицах. И чем это хорошо? Тем, что если у вас какой-либо сложный узор, либо даже если его нет, у вас все прибавки, например, по краю рукава, будут симметричны. То есть вы прибавили на первом рукаве, сделали прибавку именно в этом ряду, то и на втором рукаве вы делаете в этом же ряду, а не считаете потом, где у вас была прибавка на том рукаве, а где сделать на этом рукаве. И так у вас все прибавки симметричны, либо узор. То же самое. Если накиды у вас именно в этом ряду, вы на этом рукаве уже не будете высчитывать, в каком же именно ряду вам нужно сделать накиды. Вы делаете и на этом рукаве в этом ряду, и на этом рукаве в этом ряду. Также и косые ораны, перехлесты симметрично идут. И у вас рукава получаются абсолютно одинаковые. Этим и удобен этот способ. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных видео. Спасибо вам за просмотры.